Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за добрые слова, за лайки, за подписки, комментарии. Благодарю. Смотрим, внимательно слушаем, думаем, помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя и никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Девочки, сейчас сделаю расклад на тему «Мужской взгляд». Какой вас видят мужчины? Что они говорят о вас и что они думают о вас? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Так, какая девочка пришла на расклад? Ой, прям так в голове слова. Хотелось бы жить красиво, вольготно, носить ожерелье шелка, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят, да? Тут у меня девушка, которая сейчас переживает какой-то, непростой, можно сказать, сложный период у вас. Это связано, с одной стороны, может быть, хотелось бы материально больше иметь, приобретать что-либо, позволять себе, может быть, даже где-то баловать себя. Тут вот об этом задумываетесь. При этом какие-то разбитые мечты, иллюзии, в том числе надежды какие-то разбитые, как будто бы не реализовалось на данный момент то, о чем вы мечтаете. Тут как-то так. С другой стороны, еще идет сама по себе очень яркая, красивая, привлекательная, сама по себе энергетически наполненная, как райская птичка такая. К вам, я думаю, тут направлено множество мужских взглядов на вас. Такой архетип для многих мужчин, архетип любовницы, ухоженная, красивая женщина-праздник, с вами интересно, комфортно, будоражите многих мужчин. Единственное, что может быть, знаете, тут какой нюанс, вы сама по себе такая харизматичная, яркая, веселая, общительная, и вы вот это все обрушиваете, не обязательно на мужчин, в принципе, на собеседника, на своего. В данном случае мужчины как будто бы особо даже не прикладывают никаких сил для того, чтобы от вас эту энергию взять. Ничего не предпринимают, по большому счету. Вот они появляются в вашей жизни, а вы уже такая звезда, красотка, яркая, наполненная. Они эту энергию у вас берут. Может быть, берут, пользуются, потом с чистой совестью идут дальше и где-то реализуют там свои проекты, может быть, даже отношения строят. Как будто вот тут вы можете задумываться об этом, почему так. И реально вы там можете общаться и комплименты слушать. Это комплименты искренние. Плюс тут показано ваше моральное качество. Открытые ладони. Для вас это норма строить прозрачные отношения без манипуляций лишних, да, все мы манипулируем в большей или меньшей степени. Сердечко. Эта карта говорит о вашем желании любить, быть любимой и дарить эту любовь, нежность, в принципе, избраннику и людям, которые вас окружают, близким. И рядом сочетание морали, это также о том, что вы, в принципе, хотели бы выстраивать с партнерами в личной жизни, да, в семейной, в бизнесе, в рабочие какие-то отношения. Повторюсь, еще прозрачно, без
каких-то многоходовочек, без тайн, без каких-то, ну, без подводных вот этих каких-то течений непонятных. В идеале вам бы хотелось бы, чтобы все было четко, ясно, прозрачно. Но это разбитое сердечко мне говорит о том, что вы понимаете, как-то то ли вы не с теми как людьми пытаетесь выстроить любого рода эти отношения. Любовная сфера, деловые. Почему-то тут как обмануты ваши надежды, мечты. Тут как будто бы вы говорите, очень мало людей, с которыми я действительно могу вот так вот, как я хотела бы, там, чтобы развивались мои отношения. Вот я мало с кем я могу таких выстраивать. Сейчас доложу еще. Вот это еще карта женщины, которая на самом деле она привлекательна и может удерживать этот фокус внимания на себе. То есть это не просто там какая-то там красотка, которая особо там ни о чем не задумывается. Я думаю, с вами есть о чем поговорить, с вами интересно. Тут такой вот нюанс, понимаете, как будто бы тавтология, как будто бы вы не понимаете. Ну почему? Почему, если и внешние данные, и все в порядке с интеллектом, и тут моральные качества, и хочу, любимая, быть и любить. Почему вот не складывается? Почему тут разбиты эти мечты? В том числе в любовной сфере какие-то разбитые надежды, ожидания. У меня тут карта перевернулась, доступность. Знаете, ну, я не хочу так как-то некрасиво, некорректно говорить. Но, может быть, нужно быть или более избирательной, или тут, скорее всего, к сожалению, наверное, ваша открытость, ваше желание любить, добро нести, многие считывают как слабость. Поэтому пытаются это использовать. Тут, скорее всего, нужно, ну, не знаю, наверное, рамки, границы какие-то очень избирательно каким-то быть в плане общения. Не знаю, сейчас будем смотреть, девочки. Почему-то так вот показывают. Может быть, не нужно многим доверять. Так, вот эта карта, все-таки хочу уточнить, о чем это. Что? Ну, уж не знаю. Тут показана лишний раз карта Лилия, где-то наивность даже, где-то, ну, с одной стороны, это здорово, это чистота помыслов, это характеризует вас как человека, который на самом деле видит в людях лучшее и стремится, на самом деле, как бы там ни было, какие тут рядом карта крысы, дьявол, тут были у вас тут и предательства в жизни, и по дьяволу может быть какие-то страсти, и я имею в виду токсичненькие отношения. Тут люди пытались вас использовать, я думаю, успешно. Все равно вы тут как будто бы на этом особо, знаете, как-то не зацикливаетесь. Женственная очень. Так, как цветочек. Ну, тут вот как-то такие карты, они говорят о том, что какое-то время тут карта бездействия. То есть, то ли вы сразу отпор этим людям не давали, то ли вам, знаете, как бывает ситуация, когда кто-то ведет себя по-хамски или нагло как-то. Иногда даже стыдно бывает этого человека на место поставить, потому что за него стыдно. Вот тут такая, какая-то, может, постсоветское воспитание, я не знаю. Тут могла быть такая похожая ситуация, где вы, может быть, и видели, что люди там ведут себя очень некрасиво в отношении вас. Тут по дьяволу могли какие-то очень некрасивые истории, а тут как будто бы вы сразу отпор этим людям не дали. Может, вот отчасти ответ на вот это вот, ну, какой-то тут не мой вопрос. Может, вы и не спрашиваете, а я вам отвечаю, да. Ну, потому что вы все-таки что-то с рамками, с границами. Тут, может быть, боитесь больно сделать кому-то, стараетесь быть такой какой-то толерантный, все понимающий.
может быть, отчасти миролюбивой, прощающей. А тут показано из-за вашего бездействия, может быть, в моменте кто-то себя вел так некрасиво, ну, надо было послать в эротический дар или, по крайней мере, отдалиться. А вы, может быть, ну, дали шанс этим людям. А тут карта сущность. Тут дальше, знаете, людей могло нести, и они по накатанной дорожке. Раз прошло, второй раз, если вы их не останавливаете, если они считывают, что с вами можно так себя вести, тут, я думаю, были какие-то моменты не очень хорошие. Уж не знаю, тут карта жадность. О чем это? Ну, даже не хочу особо это развивать тему. Может быть, у кого-то были, ну, давайте так честно, может быть, вторичные выгоды. Может быть, вы раздумывали разорвать с кем-либо отношения любого рода, разрывать или не разрывать, но были, повторюсь, вторичные выходы, может быть, материально, или зависели, или выгодные какие-то контракты, или уже заключены какие-то там сделки. Ну, не буду тоже развивать это. Потом карта воздух, как будто бы это все. Может быть, ситуация дошла уже до какого-то такого состояния, где вы подумали, да нет, я уже не могу терпеть это все. Мне кажется, это все прекратилось. То ли точки над «и» расставили, то ли для себя уже себя почувствовали настолько, как выжатой, как лимон. Где-то, может быть, обесцененной. Может, ну, я как будто бы точка дошла, вот, ой, точка дошла, ситуация дошла до какой-то критической точки. Ладно, ну вот мне что-то так вот идет, девочки. Вот какая-то такая сегодня сигнификация у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Мужской взгляд. Что мужчины говорят о вас, когда собираются там в стайки, группки, на перекур? Может, в принципе, что они говорят о вас? Что мужчины говорят о вас? Так, эротическую возьму. Что говорят о вас? Так. Ну, начинаем. Ух ты, как интересно. О чем это? Сейчас будем уточнять. Ага. Говорят о вас. Странно, девочки, очень странно. Тут, смотрите, вышла мне карта лиса раз, и карта вышла тут тоже на метафорическая такая сцена. Но изображена лиса, которая меняет человеческие лица, такие вот как маски меняет, примеряет на себя. Сейчас я буду уточнять, это о вас или о людях, которые вас окружают. Так. Тут это лисичка. Это вы? Я в контексте разговоров о вас. Это вы? Да нет. Вы скорее тут домашняя. Не дикая, домашняя. Да, ладно, шучу. Карта Аист. Это скорее девушка, для которой женщина, девушка, для которой очень важно дом, семья, какие-то такие ценности. Так. Это люди, которые вас окружают. Ух ты. Но тут больше почему-то они говорят о том, что в вашей жизни то ли присутствовал, то ли присутствует какой-то, ну, скорее присутствовал мужчина, карта Эрос, хитрая лисичка, который как-то к вам подобрался и разбил вам сердечко. Поэтому у вас опять-таки вот какие-то как будто бы эти розовые очечки насчет мужчин. Эти разбились, эти иллюзии. Может быть, они говорят о том, что вы особо мужчинам не доверяете, держите их на вытянутую ручку. Хотя для вас очень важно дом, семья, детки. Вот это для вас, это ваши ценности истинные. При этом вы ждете чего-то прекрасного. Знаете, как Ассоль
да, в алых парусах, вот ждете все равно, надеетесь на что-то прекрасное. Где-то отчасти вас все равно воспринимают как ребенок вас, как ребенка вас воспринимают. В каком плане? Может быть, говорят, что вы все равно как ребенок доверчивый, наивный. Может быть, с одной стороны, открытый, искренний, как ребенок. Умеете радоваться всему прекрасному, элементарно. Но тут вот такой подтекст, знаете, как будто бы могут говорить о том, что вот даже потому, что вы вот такая открытая, где-то как, знаете, даже не совсем, даже не могу сказать, как это, никого не ранить, как будто бы не из этого мира, как будто бы не совсем вы вписываетесь в картину этого мира. У вас какие-то, может быть, ну не знаю, даже могут говорить о том, что тут не похоже на других, какая-то ранимая, даже наивная, доверчивая. С другой стороны, повторюсь, еще открытость, но тут такой контекст, как будто бы говорят, что неравенство с такими качествами, с такими моральными, ну не знаю, нравственными, там у вас есть какие-то понятия, свой кодекс, как будто бы очень трудно в этом мире противостоять. Тут неравенство. И, к сожалению, как будто бы хватает людей, которые тут картотучат, причиняют вам какие-то неудобства, неприятности. Может, даже обижают вас. Вот тут такое. При этом вы как будто бы искренне верите, открываетесь, а тут в очередной раз наталкиваетесь на вот таких людей, тут оморочка. В данном случае тут изображен мужчина, да, такое вот лицо его. Но это как латексный какой-то костюмчик такой. Он, видите, тут открывается, сползает, а там какая-то сущность. То есть вас могут пытаться использовать, вас могут пытаться, обидеть даже, вот так вот как-то. Как подмена понятий каких-то. Будто бы мужчины говорят о том, что остальные это большинство, да, допустим, там людей, это то ли видят, то ли просчитывают, то ли учитывают эти нюансы. А вы то ли открытая душа такая вот как-то так, то ли где-то вот как ребенок, вот может быть наивная. Но это как будто бы в прошлом больше даже было такое вот. Вот могут так вас говорить. А потом, может быть, тоже мне тут интересные метаморфозы, я вам хочу сказать. А дальше они говорят, что вы после вот этих каких-то болезненных, может быть, предательств, откровений таких, да, негативненьких, картокнига, кто-то из вас начал увлекаться, понятно, эзотерикой, психологией, в принципе, интересоваться, почему с вами это происходит. Может, сделали выводы какие-то. Картокнига это как будто бы поумнела, помудрела. Не знаю уж, с такими учителями или сама по себе уже тут. Тут не сама по себе, тут они знают почему-то, что говорят. Потому что вы тут как будто учитесь чему-то, обучаетесь, получаете эти знания. Так вот тут какие-то такие дальше метаморфозы. Говорят, что после того, как вы вот это вот, тут как будто бы информацию какую-то получили, вы стали ее применять. И сейчас вы учитесь, может быть, с такими же людьми, вот как, там я имею в виду, которые не очень хорошо к вам настроены, а вы уже с ними разговариваете на их языке, пытаетесь успешно. Тут почему-то так они говорят. То есть я так это считываю, что это вы идете. У меня тут послуги воздуха и карта сцена, лисичка, которая меняет обличье. То есть даже это не дело в том, что вы там отпор кому-то даете. Вы, скорее всего, даже заставляете людей по собственным каким-то правилам игры как-то проявляться, вести себя. Потому что слуга земли это человек, который, находясь в тени, дергает за ниточки, он как серый кардинал. Он знает там какие-то нюансы, вплоть до того, что какие-то подробности, может быть, не очень лицеприятные, о тех людях, с которыми он там имеет дело, или в принципе там сотрудничает, или выстраивает деловые отношения. Как будто бы знает, вплоть до того, что какие-то компроматы. Вот тут такое, как будто. И он может быть, даже
как-то так выстраивать эти отношения, что люди выполняют то, что не то, что они там хотели, или как они думали там себя вести, а вот они как будто подстраиваются под него. Вот я не знаю, как это вам это объяснить, но тут смысл такой, что они видят ваши метаморфозы, ваши изменения. Что из такой какой-то наивной, доверчивой, открытой девушки вы превращаетесь, ну уж не знаю. Что-то вспомнила это. Леди Винтер, да, из Д'Артаньян и Три мушкетера. Ну, не думаешь настолько. Ну, как будто бы вот тут вот женщина, которая теперь... Тут дело не месть, не... Тут просто как будто бы вы понимаете, отчасти принимаете правила игры. С какими-то не очень хорошими личностями и можно, и нужно разговаривать на их языке. При этом вы даже особо как бы не опускаетесь до этого вот языка. Вы как превентивные меры какие-то предпринимаете. Может быть, как-то выстраиваете эти взаимоотношения. Даже по большому счету как-то обходите эти острые углы. Или же они видят вас опять женщиной, которая может тогда разговаривать, улыбаться, а делать свое. Ну, так, в общем. Вот эта карта Тигр, сейчас я уточню, это больше на вас? Это на вас карта? Нет. Вот я еще хотела сказать, что если на вас, то я бы сказала, что это тут даже какая-то агрессивность и желание одержать победу, да, там, уж не знаю. А тут, в принципе, Тигр это мужская карта. Я же еще так думаю, надо уточнить, потому что в данном случае тут вышел у меня воин, мужчина. Так вот, вы как будто бы выступаете, ну вот они вас обсуждают, даже сейчас вы в роли вот такой вот лисички, которая меняет вот эти вот человеческие лица. И для вас теперь любой вот такой тигр, в данном случае воин, мужчина, который разрушает, не созидает отношения, а разрушает. Мужчина, который может быть для вас опасен, в том числе и как типа архетип мачо, да, какого-то сердцеед, который в свое время вам мог такой типаж разбить сердце. Так вот, сейчас он вам не опасен. Сейчас даже вот эти альфа-самцы какие-то, вот, которые проходят по этой карте, скорее должны вас опасаться. Же вы как будто бы видите их насквозь, но вы в свою очередь для них трудно считываемы, потому как вы тут меняете вот эти вот маски, обличья, подстраиваетесь. Ну, вот тут как-то так, вот такие какие-то разговоры о вас, о вашей тут в прямом смысле какой-то трансформации. Вот мужчины вас, вот, можно сказать, так обсуждают. Так, смотрим теперь, что они думают. Обсуждать, осуждать, обсуждать и кости мыть это такое. А вот то, что они думают о вас, когда остаются наедине сами с собой, давайте посмотрим, что эти мужчины думают о вас. Что мужчины думают о вас? Начинаем. Очень интересно. Думают о вас. Угу. Да, карты такие. Тут темперамент, видите, страсть такая, женщина, мужчина.
любовная сцена. Тут карта Эрос. Сами понимаете, чем они думают, когда думают о вас. Ладно, шучу. Разные мужчины и разными местами они думают. Так, ладно. Сразу тут какая-то информация у меня вышла. Если вы в каком-то коллективе то ли находились, ну, они знают, да, допустим, или находились, или находитесь, почему-то они считают, что вы могли пострадать. В прямом смысле тут женщины больше. От злых языков женских каких-то. Тут как будто кости вам могли перемывать, сплетни какие-то. Вот тут такие провокации со стороны женщин. Причем женщины такие, они, мужчины этих женщин недолюбливают. Вот они считают вас отчасти, что вы пострадали от их какого-то, ну, злых языков, может, зависти, может быть, желание самоутвердиться. Тут вот эта информация мне сразу почему-то тут прям не захотелось ее озвучить. У кого-то это, кстати, если были какие-то там, ну, провокации со стороны женщин, вы знаете, да, что вы пострадали каким-то образом, или были нападки в вашу сторону, опять-таки, то тут в прямом смысле зависть, карта букет, ну, внешним данным, может быть, даже тому, что к вам мужчины проявляют внимание, интерес, в принципе, к вашей какой-то, поведение ваше какое-то такое, оно выделяется, вы как будто выделяетесь из толпы женщин. Это мужчины думают о вас. Вы, может быть, очень творческая, при этом какая-то такая энергетика от вас прям как солнцем пронизанная. Можете, тут кто-то пишет картины, кто-то тут очень любит животных, любит природу. Такая девушка какая-то, знаете, вот прям как лучик солнца, вот так вот как-то. Так, при этом многие считают вас идеалом, кстати, прям идеалом. И вот эта карта, она больше в каком-то таком складе вашем, уж не знаю, как это сказать, как романтичная какая-то особа. Где-то опять-таки идет такое, с одной стороны, восхищение вами, я говорю, тут идеал, а с другой стороны, понимание, как будто бы вы не из этого мира. Ну, в каком-то таком смысле, знаете, как будто не особо вы приспособлены для этого мира. Вот как цветочек какой-то, который, может, нужно защищать, оберегать, ранимость какая-то, вот, не знаю, правильно сказала или нет. Как будто бы, ну, как будто бы этой женщине нужен мужчина, за которым она будет как за каменной стеной, ну, в прямом смысле, без всяких там нюансов. Какая-то уязвимость, вот такое что-то мне считывается. Вот они такое вас видят. Так, это не думают о вас. При этом, кстати, у кого-то тут, знаете, какая-то, может быть, история такая интересная. Вы могли кому-то нравиться из мужчин. При этом тут опять карта повторяется, как райская птица, красивая такая, энергетически наполненная, карта муза. И кто-то из мужчин мог считывать ваши вот эти вот, ну, не знаю, такие какие-то поведения, может быть, ну, не знаю, может быть, там как-то вы весело общались, позитивно. При этом я не думаю, что тут вы там сильно как-то проявляли в сторону этого мужчины, какие-то там делали там шаги. Но этот какой-то из мужчин мог, кстати, посчитать вас легкой добычей. А потом тут что-то не получилось, потому что тут темперамент, страсть, карта ярость. Могут мужчины, кстати, думать о вас, что вы некоторым мужчинам дали отворот-поворот, тем самым нажили себе врагов. Да, тут ярость, тут могло быть, знаете, как считывание, уже не знаю, то ли вашего поведения, то ли вашего проявления, то ли вашей какой-то такой, ну, не знаю, уж харизматичное по этой карте. Тут такой, может быть, кто-то воспринял это как знак, можно с вами там построить отношения. Причем тут нюанс еще какой-то, смотрите. Вот это, по этой карте, это девятка огня.
Это отношения, которые не ведут ни к чему серьезному, я имею в виду, не перерастают в там формат там семьи, брака, союза такого, вы поняли, потому что карта правосудия. Вот тут карты как будто бы говорят мне о том, что мужчины какие-то вот думают о вас, что в вашей жизни, может быть, были мужчины, которые хотели вас заполучить, ну, в любовнице или с вами какую-то такую поверхностную связь иметь. Но, может быть, как мой мужчина иногда говорит, там, режим Динамо, да, девчонки включают, там, общаются мило, дают какие-то, ну, не знаю, как это сказать, ну, шансы, не шансы, иллюзию того, что мужчина может с ними там провести время, а потом просто разворачиваются как-то и удаляются красиво, плавно. Тут кто-то мог это с мужчину реально считать, что вы там не против с ним и не будете против, да, то ли быть любовницей, то ли провести время. А тут, судя по вот этим картам, вы как будто бы дали отворот-поворот. Повторюсь еще, ярость, тут кто-то зол на вас. Ну, вот это мужчины об этом думают. Всё, тут достаточно мужчин таких, которые на вас злятся. Ну, при этом они опять-таки на вас смотрят и понимают, что с вами не против они, карта Эрос, ну, провести время, потому как привлекательны, сексуальны. Карта Солнца, опять-таки, как большой ребенок, яркая, привлекательная, харизматичная, веселая. Женщина как солнышко. Вот такая, это же заходите там в помещение и освещаете все это помещение. И мужские головы поворачиваются вам вслед. Вот об этом вот думают мужчины, когда смотрят на вас. Такой у меня сегодня получился, девочки, расклад. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписан и все это делают, большое вам спасибо, умнички.